Представьте, что вы стоите на берегу Тибра, в самом сердце самой могущественной и влиятельной цивилизации в истории человечества. Сегодня мы говорим о Древнем Риме. Как он возник? Каким был его расцвет? Почему Рим так могуществен? И почему пал? Апеннинский полуостров с юга омывается Ионическим, а с востока – Адриатическим морями. Он отличается благоприятным для земледелия и скотоводства климатом, богатыми пастбищами и плодородными землями. Его географическое положение способствовало раннему и активному развитию мореходства у многочисленных племен, населявших полуостров. В первом тысячелетии до нашей эры Апеннинский полуостров был населен разноязычными народами, находящимися на различных стадиях социально-экономического развития. Северо-запад Апеннинского полуострова населяли племена – этруски. Предполагается, что они пришли в Италию из Малой Азии. В конце VII века до нашей эры 12 крупнейших этрусских городов-государств сформировали союз, которым руководили ежегодно избираемые царь и высший жрец. Этот союз распространил свое влияние на большую часть северной и центральной Италии. Больших высот достигло этрусское ремесло. Под влиянием греков у этрусков развилась самобытная культура. Уже в VII веке до нашей эры они обладали письменностью и пользовались греческим алфавитом. Влияние этрусков было весьма заметно в ранний период истории Рима. Этрусские города были для римлян образцом в вопросе устройства государства и организации армии, в прикладных искусствах и строительном деле. Римляне унаследовали от них ряд политических и религиозных институтов. Другим народом, который оказал влияние на возникновение римского государства, были греки. Развитые культурные и политические традиции греков стали для коренных жителей полуострова примером для подражания. Область Центральной Италии населяли племена латинов. В IX веке до нашей эры у латинов начинается разложение родоплеменного строя, появляются первые города. В середине VIII века до нашей эры несколько родоплеменных общин, расположенных на берегу реки Тибр, объединились в единое образование – город Рим. По сути, это объединение положило начало формирования римской гражданской общины политическому формированию, типологически схожему с греческими полисами. По легенде, Рим был основан братьями Ромулом и Ремом, первый из которых стал римским царем. По преданию, вслед за Ромулом Римом правили еще 6 царей – Нума Помпилий, Тул Гастилий, Анк Марций, Тарквиний Приск, Сервий Тулей, Тарквиний Гордый. Последние 3 царя были представителями этрусской династии, что дает основание предполагать, что в VI веке до нашей эры Рим попал под влияние Этрусской конфедерации. Власть царя первоначально была близка власти племенного вождя. Царь исполнял функции полководца и верховного жреца, но его реальное влияние на внутриполитическую жизнь Рима в значительной степени ограничивалось родовой аристократией. Лишь в период правления Этрусской династии цари начали претендовать на неограниченную власть. Наибольшее значение для становления римской общины имело правление 2 первых царей. Ромулу приписывается создание всей социальной и военной структуры общины. Он разделил римлян на 30 курий, учредил 3 трибы, устроил убежище для беглецов, создал сенат из 100 человек. При нем произошло разделение населения на патрициев и плебеев. Помимо этого, Ромул сформировал пешее и конное войско. Второй римский царь – Нума Помпилий. Он заложил основы всей религиозной и экономической жизни римской общины. В его правлении возникли важнейшие коллегии жрецов, создан календарь, построено множество храмов, самым знаменитым из которых был храм Януса. Тул Гастилий был воинственен, разрушил Альбу-Лонгу, а ее жителей переселил в Рим. Он же построил здание Сената, которое потом стало называться Гастилиевая курия и считалось очень древним. Анк Марций, по всей видимости, занимался расширением территории Рима и моря в сторону этрусского берега Тибра. Начиная с 5-го царя, Тарквиния Древнего, к власти в Риме приходят этруски, то ли вследствие военного захвата города, то ли в результате постепенного мирного проникновения в римскую общину.
Бесспорным является то, что на протяжении столетия Рим находился под властью этрусков, которые оказали огромное влияние на различные стороны жизни римского общества. Согласно преданию, начиная с Тарквиния Древнего, мы можем видеть постепенное усиление царской власти, попытки нарушить процедуру избрания нового царя, возможно, сделать царскую власть наследственной. Последний римский царь – Тарквиний Гордый. Предание изображает его жестоким тираном, изгоняющим из города лучших граждан, принимающим решения самовольно, не считаясь с волей народа и сената. Согласно традиции, последнего римского царя изгнали. Самовольный и единоличный захват власти теперь стал смертельно опасен. С этого момента в Риме запретили царей. Это положило начало Римской республики. Таким образом, Константин меняет империю административно, идеологически и религиозно. После Константина правят его преемники, которые пытаются сохранить империю, но она продолжает дезинтегрироваться. А в 354 году произошла вещь, которая приблизила империю к окончательному краху. Начиналось великое переселение народов. Старт этому событию дало переселение племен гуннов от границ Китая в Европу. Они сметали все на своем пути и запустили процесс, который можно сравнить с эффектом домино. Дополнительным толчком к массовым миграциям послужили климатические изменения. Зимы становились все более суровыми, что вынуждало кочевые народы искать более уютные места к югу. В результате множество германских и славянских племен стали массово переезжать на новые земли, направляясь в частности к территориям Римской империи. Феодосий I, последний император Объединенной Римской империи, разрешил готам поселиться на имперских землях. С течением времени ослабленное правление начало вербовать в свои войска бывших врагов, варваров, таких как готы, вандалы и франки. Зачем? Чтобы те защитили их от других варваров. В результате эти племена оказывали значительное влияние на экономику и политическую жизнь Рима. Вне зависимости от причин, вызвавших переселение народов, Римская империя уже не могла противостоять вторжению племен. Ослабленная глубоким политическим кризисом, империя была на грани. В 395 году Феодосий разделил империю на восточную и западную части, не в силах удержать единство в условиях всеобщего хаоса и постоянных угроз со стороны варваров. Этот шаг стал началом процесса распада империи. Восточная ее часть со столицей в Константинополе была более богатой и лучше управлялась. Западная с центром в Риме медленно погибала. На излете Западной империи ее столицей вообще станет город Равенна. Варвары, проникнув через границы, начали захватывать территории. В 408 и 409 годах вестготы осадили Рим, который дважды избегал разгрома, выплачивая выкуп. В 410 году, когда вестготы попытались повторить свой трюк, римляне отказались платить выкуп, что привело к страшному голоду и даже случаям каннибализма. В отчаянии рабы открыли городские ворота, и впервые за 800 лет Рим подвергся захвату вражеской армии. Город подвергся грабежу, но предводитель вестготов щадил христиан и тех, кто нашел убежище в храмах. Римлянам повезло, что вождь германцев исповедовал арианство, одно из ранних ответвлений христианства. С этого момента империя уже не казалась непобедимой для других народов. В 451 году племена гуннов под предводительством Аттилы вторглись в Западную Римскую империю с востока. Однако римский полководец Аэций, объединившись с варварскими племенами, нанес поражение гуннам в битве при Каталаунских полях в Галлии. Вскоре гунны снова вторглись в Италию, и лишь смерть Аттилы и распад Гуннского союза избавили Рим от угрозы. Аэций достиг апогея своей власти, но был убит по приказу императора Валентиниана III вследствие дворцовых интриг. Аэций стал последним выдающимся римским командующим, не имеющим варварского происхождения. Его смерть помогла врагам императора Валентиниана его свергнуть, а вскоре Рим подвергся страшному разорению со стороны захвативших его вандалов. В отличие от предводителя вестготов, вандалы не проявили благородства. Они крушили и уничтожали храмы, древние памятники культуры и библиотеки. После этого во многие языки мира вошли слова «вандал»,
и вандализм. В итоге вандалы подчинили себе Сицилию, Сардинию и Корсику. Развитие крупного латифундиального хозяйства, основанного исключительно на эксплуатации дешевого рабского труда, вызывало массовое разорение неспособных выдерживать конкуренцию средних и мелких крестьянских хозяйств и обезземеливанию широких слоев римских граждан. Скапливаясь в городах, римские бедняки, плебс, становились источниками постоянных волнений и гражданских столкновений. Вскоре права плебса начал отстаивать представитель аристократического рода, народный трибун Тиберий Гракх. Для решения земельного вопроса он предложил установить максимальный размер допустимой земельной собственности и разделить излишки между неимущими римлянами. Преодолевая мощное сопротивление нобилитета, Гракх добился принятия закона, однако вскоре был убит. Фактически реформа реализована не была. Реформаторскую деятельность Тиберия продолжил его брат Гай Гракх. Для решения земельного вопроса он предложил начать распределение земельного фонда покоренных провинций среди неимущих римских граждан. Эти инициативы Гракха вызвали волнение в Риме. Реформатор был убит. Смерть братьев Гракхов лишь усилила общественные противоречия. Кроме того, распространение римского влияния на отдаленные территории способствовало развитию торговли и товарно-денежных отношений. Богатство рекой текло в Рим из разоряемых римскими войсками и наместниками провинций. В Риме появляется торгово-ростовщическая знать, вступающая в борьбу за политическое доминирование с сенаторской аристократией, нобилитетом. Укрепилось и положение высших слоев италийских общин, стремившихся к полному уравнению в правах с римлянами. Даровать италикам права римского гражданства предлагал еще Гай Гракх. Это предложение стало одной из главных причин его убийства. В начале I века до нашей эры борьба италиков за свои права усилилась. В 91 году до нашей эры народный трибун Друс повторил предложение Гракха об эмансипации италикам. Провал законопроекта в Сенате послужили поводом к началу союзнической войны, общего восстания итальянских общин против Рима. Несмотря на то, что италики были разбиты, Сенат был все же вынужден пойти на уступки и включить все население Апеннинского полуострова в состав римской гражданской общины. Это, в свою очередь, привело к тому, что Народное собрание фактически превратилось в юридическую фикцию. На фоне роста социально-экономических противоречий ярко проявляется кризис римской цивитас. Республиканские политические институты, сформировавшиеся как органы власти небольшой сельской общины, не были способны эффективно управлять колоссальными территориями, вошедшими в состав римского государства. Так, провинции фактически передавались в полное распоряжение назначаемых сенатом наместников, разорявших провинции бесконечными и, по сути, бесконтрольными поборами. В провинциях постоянно вспыхивали мятежи против господства Рима. Наиболее масштабной попыткой сбросить римское иго была череда войн с Римом царя Митридата VI, правителя небольшого эллинистического государства Понт, расположенного в Малой Азии. Последнее столетие существования Римской республики представляло собой беспрестанную борьбу различных слоев римского общества, периодически переходящую в гражданскую войну. В Риме окончательно сложились две противоборствующие партии – оптиматы, сторонники сохранения власти нобилитета, и популяры, выступавшие за необходимость реформ. Высшей точкой борьбы этих движений стал период деятельности Гая Мария и Луция Корнелия Суллы. Марий выдвинулся на вершину политической жизни Рима в период войны против нумидийского царя Югурты. После завершения военного конфликта Марий провел военную реформу. Военная повинность была заменена профессиональной армией. К военной службе были допущены беднейшие слои римского общества, чье имущественное положение напрямую зависело от успехов их полководца. Армия и ее вожди стали самостоятельной политической силой, фактически независимой от Сената. Благодаря армейской реформе Рим смог успешно отразить нашествие германских племен кимвров и тевтонов. В 89 году до нашей эры началась Первая Митридатова война. Сенат поручил ведение войны аристократу Сулле, однако Народное собрание выдвинуло кандидатуру плебея Мария.
Борьба вокруг этого вопроса привела к тому, что Сулла направил готовившуюся к походу на восток армию против Рима. Впервые в истории города Рим был взят римскими войсками. После отправления Суллы и его армии на восток господство в Риме перешло в руки сторонников Мария. По возвращении Суллы в Италию политическая борьба между партиями переросла в открытую гражданскую войну. Снова взяв с боем Рим, Сулла установил диктатуру, поддерживаемую политическим террором. Фактически, диктатура Суллы была последней попыткой сохранить политическое господство нобилитета и власть Сената. Вскоре происходит возвышение Гнея Помпея Великого. Он участвовал в подавлении восстания Спартака, прославился в войне с Митридатом, своими походами в Переднюю Азию и Закавказье, борьбой со средиземноморскими пиратами. В 60 году до нашей эры Помпей вместе с олигархом Марком Крассом и аристократом Гаем Юлием Цезарем образовал политический союз, более известный как Триумвират, члены которого, опираясь на армию, разделили между собой власть над провинциями. Цезарь получил в управление Иллирию и Галлию, большая часть которой не находилась под римским контролем. В ходе Гальской войны вся страна была подчинена Цезарю. Победоносная война принесла полководцу огромную добычу, которую Цезарь использовал для укрепления своих политических позиций и популярности среди римского плебса. Угроза усиления Цезаря заставила Помпея пойти на сговор с Сенатом и приказать Цезарю распустить армию и явиться в Рим на суд. Цезарь не подчинился и, перейдя границу Италии, реку Рубикон, фактически объявил Сенату войну. В ходе гражданской войны Цезарь одержал ряд побед над Помпеем и его сторонниками в Греции, Северной Африке и Испании. В 45 году он был провозглашен отцом Отечества и пожизненным диктатором, фактически неограниченным правителем республики. Все более открыто монархический характер власти Цезаря вызывал недовольство аристократической оппозиции. В 44 году до нашей эры Цезарь был убит группой заговорщиков во главе с Брутом и Кассием. Смерть Цезаря привела к возобновлению гражданских войн. Против сторонников республики выступили цезарианцы, сподвижник Юлия Цезаря, Марк Антоний и внучатый племянник Цезаря, Октавиан, которые, в свою очередь, также конкурировали за наследство диктатора. В 43 году до нашей эры Антоний, Октавиан и примкнувший к ним Лепид заключили союз, известный как Второй Триумвират. Триумвиры жестко расправились с оппозицией, после чего выступили против республиканцев. В битве при Филиппах республиканская армия была разгромлена. Ее лидеры Брут и Кассий покончили жизнь самоубийством. После победы над республиканцами началась борьба между триумвирами Октавианом и Антонием, которого поддерживал Птолемеевский Египет. Война между ними закончилась победой флота Октавиана в битве у мыса Акций и присоединением Египта к Риму. В 30 году до нашей эры Октавиан стал единоличным правителем, а уже через 3 года подобострастный сенат преподнес ему титул Август – священный. Государство, формально не устранив республиканских институтов, по сути стало монархией, Римской империей. После периода гражданских войн Римская республика прекратила свое существование. Октавиан Август стал ее первым императором, и эпоха его правления считается золотым веком империи за счет завоеваний обширных территорий, развития экономики, культуры и искусства. При Октавиане в Риме установилась форма государственного управления, известная как принципат, которая характеризовалась сочетанием монархического управления с сохранением республиканских институтов, таких как Сенат и магистратуры, что создавало видимость республиканского строя. Вся внешняя политика императора Августа была направлена на установление мира в огромной стране, которая на протяжении долгих десятилетий сотрясалась от гражданских войн, а также на укрепление положения в далеких провинциях. Поэтому политику Августа можно охарактеризовать как весьма осторожную и сдержанную. Впрочем, Октавиан Август провел несколько военных кампаний. Были завоеваны Египет и юг Франции, а также заключен выгодный мир с Парфией. При этом Октавиан предпринимал попытки подчинения германских племен, но после проигрыша в битве при Тевтобургском лесу решил не пересекать Рейн, укрепив зону вдоль реки для защиты от враждебных племен.
Империя при Октавиане начала торговлю с Индией и наладила дипломатические отношения с Китаем. Что касается внутренней политики, то были проведены крайне важные для государства реформы. Еще во время борьбы с Марком Антонием Октавиан, собирая деньги, буквально из каждого римского кошелька, понял, насколько дорогим удовольствием является наличие армии. Причем каждый раз собирать и распускать легионеров было до безумия дорого. Поэтому, когда Август наконец добился мира и спокойствия в Риме, он создал регулярную профессиональную армию. Август значительно сократил количество военных, оставив из 75 легионов только 25, но дисциплинированных и боеспособных. Хорошо укомплектованные, технически оснащенные по всем требованиям военного искусства того времени, легионы были расквартированы в наиболее важных в военном и экономическом отношении провинциях. Командующие легионами, легаты и старшие командиры, а также военные трибуны назначались самим Октавианом Августом. Срок службы воинов в легионах был установлен в 20 лет. В течение службы воины получали годовое жалование, а при отставке – надел земли. Это была регулярная надежная армия. Помимо того, была создана легендарная преторианская гвардия – личная армия императора. Что касается социальной политики, то император стремился заручиться поддержкой всех сословий римского общества. Он требовал почтения к сенаторам, подняв их имущественный ценз и объявив высшим сословием. Плебс он старался привлечь бесплатными хлебными раздачами. Для широкой публики проводились частые и роскошные зрелища, на которых неизменно появлялся и сам император. Кроме этого, на средства Октавиана и членов его семьи в Риме развернулось огромное строительство. Форум, алтарь мира, пантеон, починка городской канализации, общественные термы, первая публичная библиотека и многое другое. Сам Август говорил, что, получив Рим кирпичным, он оставляет его мраморным. Постройки давали работу множеству плебеев и способствовали росту популярности Августа, а также повышали престиж Рима как столицы империи. В годы правления Августа было приложено много усилий для обеспечения постоянного и бесперебойного снабжения огромного многолюдного города хлебом и водой. Для этого на Тибре и в порту Рима были воздвигнуты большие склады, отремонтированы и построены новые водопроводы-акведуки. Особой заботой Августа были требования к званию римского гражданина. Теперь он очень придирчиво рассматривал кандидатов на получение римского гражданства и всячески внушал римлянам, что они прирожденные властители мира. Цель этих мероприятий – создать резкие грани, которые разделяли бы римлян и неримлян, что соответствовало принципу «разделяй и властвуй», не раз проверенному римлянами. В русле социальной политики были законы о семье. Они предписывали всем гражданам вступать в брак и иметь детей. Люди, которые не соблюдали их, ограничивались в праве наследования и занятия должностей. Напротив, люди, у которых было 3 и больше детей, получали различные привилегии и государственные пособия. Октавиан издал закон об ограничении отпуска рабов на волю, закон против прелюбодеяний, восстанавливал храмы, пытаясь возродить в римлянах чувство благочестия. Целью этой социальной программы было не только укрепление правопорядка, но и возрождение традиционных моральных ценностей, сильно пошатнувшихся в результате гражданских войн. Гибкая политика Августа устраивала и сенаторов, и плебс. Неизменной заботой Октавиана было культурное развитие Рима. Уже римские авторы назвали время его правления «золотым веком римской культуры». При поддержке принципса процветали литература, наука, искусство. Эпоха Августа связана с творчеством великих поэтов Вергилия, Горация, Овидия, историков Тита Ливия и Помпея Трога, географа Страбона, зодчего и писателя Витрувия. Все они приумножили славу Рима и прославили его правителя Августа. При нем и в экономике все было как нельзя лучше. Средиземное море было зачищено от пиратов, внутренняя торговля процветала, деньги хлынули из Рима в новые провинции, способствуя экономическому росту и созданию производств.
Испытывая кризис наличных денег, Октавиан проводит денежную реформу и начинает чеканить золотую монету вместо серебряной. Кстати, его же задумкой было изображать на монетах профиль императора, что было крайне важно для идеологии. Учреждается новая налоговая система, модернизируется дорожная сеть. Со смертью Октавиана закончился и его золотой век. Возник вопрос передачи власти. Впоследствии она будет передаваться от отца к сыну, но на момент смерти императора такой практики еще не существовало. Август озаботился этим еще при жизни и заранее наметил потенциальных преемников. Первыми в очереди были сподвижники императора – Марцел и Агриппа. За них Октавиан даже выдавал свою дочь Юлию. Однако оба потенциальных преемника умерли. Тогда Октавиан усыновляет детей от первого брака своей жены Ливии. Один из них – Тиберий Клавдий Нерон, и станет следующим императором. Первые годы Тиберий правил в согласии с Сенатом. Одним из первых своих указов император передал Сенату право выбора магистратов. Консулами становились люди, которых неофициально выбирал Тиберий. Как правило, император предлагал Сенату несколько кандидатов, каждый из которых был ему угоден. Тиберий был бережлив, но не опускался до сомнительных методов пополнения казны. Он прекратил стройки и праздники за государственный счет. При Тиберии активно применялся закон о государственной измене и оскорблении власти, принятый еще в эпоху республики. Обвинение в государственной измене стало средством политической борьбы, которое использовали сенаторы, чтобы пробиваться наверх и уничтожать конкурентов. Вскоре все судебные процессы по обвинению в нарушении закона об оскорблении власти были направлены против представителей оппозиции Сената, результатом чего стали бесчисленные ссылки, конфискации имущества и казни. Кроме того, Тиберий отличился изгнанием иудеев из Рима. Преторианская гвардия была помещена в Риме, а ее префекты из сословия всадников приобрели огромное влияние. Со временем Тиберий стал нелюдимым и подозрительным, что и стало причиной его решения покинуть Рим и уехать на Капри. В Рим он больше не возвращался. На Капри Тиберий проводил время в оргиях, о которых с отвращением писали римские авторы. С Сенатом император общался посредством переписки. Принимал или отвергал предложения, посылал письма с требованиями наказать кого-то из неугодных ему аристократов и сам читал доносы от сенаторов. Рим на несколько лет погрузился в атмосферу доносов, когда никто не знал, друг или враг его собеседник. Общество, которое еще помнило такие фундаментальные ценности, как свобода и равенство граждан, отрицательно относилось к деятельности Тиберия. В 37 году престарелый император заболел и скончался. Римские авторы расцветили переход власти от Тиберия к Калигуле деталями, вроде того, что впавший в кому император очнулся, когда все уже присягнули Калигуле, и новому принцепсу с префектом притория пришлось задушить Тиберия одеждой. Римляне радовались смерти принцепса. Перед Сенатом зачитали завещание Тиберия, по которому Тиберий Гемел, внук умершего императора, и Гай Калигула объявлялись сонаследниками и должны были разделить власть. Калигула потребовал от Сената обожествить Тиберия, в чем ему было отказано. Хотя Калигула усыновил Тиберия Гемела, укрепившись у власти, он предпочел отравить его и не делить бразды правления. Гай Юлий Цезарь, Август Германик, а именно так звучит полное имя нового императора, не очень любил свое имя-прозвище Калигула, хотя оно было вполне героическим. Калигула значит «сапожок». В маленьких, скроенных наподобие армейских сапожках будущий император бегал по военному лагерю своего отца, Германика, усмирителя германцев, триумфатора, консула и любимца всего римского народа. Римские граждане с радостью встретили нового правителя. Его ребенком помнили войска, а народ знал как сына Германика. Ну и к тому же Тиберий был жесток, а Гай повел себя как благочестивый римлянин. Он привез в Рим и торжественно захоронил останки матери и братьев. Не менее торжественно похоронил Тиберия и выступил с высоко оцененной современниками надгробной речью. И как император Калигула, первое время даже был неплох. Провел политическую амнистию, отменил закон об оскорблении величества.
Калигула проводил либеральную политику, раздал оставшиеся после своего предшественника долги, отменил налог с продаж, активно занимался строительством не только дворцов, но и общественных зданий, акведуков и дорог. Масштабные работы стимулировали развитие экономики. Он уважал права Сената, вернул простым римлянам право выбора некоторых магистратов, регулярно устраивал всенародные раздачи подарков, гладиаторские бои и театральные представления. Однако радость римлян была недолгой. На 8-й месяц своего правления Гай серьезно заболел и, видимо, повредился рассудком. Думают, что его опоила Цезония, любовница и будущая, 4-я жена Калигулы. Зелье должно было возбудить в нем любовь, но вызвало безумие, сообщает Светоний, древнеримский писатель и автор «Жизни 12 Цезарей». Но есть и более прагматичные версии, например, энцефалит. Выздоровевший Калигула был ужасен. Начались пытки, казни и вопиющий разврат. Прямо на Перу Калигула мог забрать жену уважаемого человека, отвезти ее в свои покои и, вернувшись, красочно живописать ее достоинства и недостатки в постели. Или забрать невесту у жениха прямо на свадьбе, а иногда и жениха у невесты. В 38 году умерла любимая сестра Калигулы, Друзилла, жена его фаворита Марка Лепида. Гай спал и с Марком, и с Друзиллой. Говорят, и с 2 другими своими сестрами он тоже спал, но Друзилла все же была самой любимой. После ее смерти Марк Лепид сошелся с сестрами, и все вместе они составили заговор против Гая. Заговор был раскрыт, все его участники, кроме сестер, казнены. Сами они отправились в ссылку. Собственно, второй этап истории правления Калигулы – это исключительно история его разврата и кровожадности. Строго говоря, жестокостью или развратом тогдашних римлян удивить было сложно, но Калигула смог. Однажды Гай велел среди ночи собрать сенаторов для важного совещания, а когда они явились, перепуганные, станцевал перед ними в женском платье и ушел. Но вряд ли сенаторы были в обиде. Все могло кончиться для них гораздо хуже. Бесконечные и весьма дорогостоящие развлечения Калигулы разорили государственную казну, и Калигула стал искать источники ее пополнения. Во-первых, он повысил налоги. Ни одна вещь, ни один человек не оставались без налога. Но денег все равно не хватало. Тогда Калигула стал требовать, чтобы его упоминали в завещаниях. Понятно, что при таком подходе к делам шансов на долгую и счастливую жизнь у Калигулы не было. Оракул предупреждал Гая, чтобы тот боялся Кассия, и он послал убить проконсула Азии Кассия Лонгина. Но дьявол крылся в деталях. Заговор готовил командир претарианцев Кассий Хирей. И тут Калигула виноват сам. С собственными охранниками надо быть вежливым. Он же называл Хирея, старого сурового вояку, публичной девкой. И когда тому наступала очередь нести караул, назначал паролями слова «Венера», «Любовь» и тому подобное. В общем, Хирей и еще несколько заговорщиков зарезали Калигулу, когда он выходил из театра. Что делать дальше, заговорщики не знали. И тут один солдат нашел за занавеской спрятавшегося и дрожавшего со страха дядюшку Калигулы, Клавдия. Его и провозгласили новым императором. Впечатление, произведенное правлением Калигулы на римское общество, оказалось столь сильным, что на созванном консулами заседании Сената заговорили о восстановлении республики. Но пока в Сенате спорили о политическом устройстве государства, народ уже решил этот вопрос. Окружив Курию, толпа скандировала имя нового императора – Клавдия. Чем он запомнился? Это был человек, интересовавшийся наукой и написавший историю римлян, этрусков и карфагенов. Он казнил всех убийц Калигулы. Несмотря на все свои ученые странности, Тихий Клавдий оказался весьма толковым управленцем. Одним из основных нововведений стало создание постоянного государственного аппарата. При императоре была создана канцелярия, в которой одни чиновники занимались сбором доходов в императорскую казну, вторые рассматривали жалобы, поступившие к императору, третьи разрабатывали императорские эдикты. При Клавдии был издан закон, который смягчал положение рабов. Согласно ему, больные рабы, брошенные своими хозяевами, могли получить свободу.
Наконец, Клавдий был первым императором, который широко раздавал права римских граждан населению провинциальных городов, особенно за службу империи. При Клавдии окончательно завоевана Британия. Жена Клавдия, Мессалина, была страшной блудницей. По свидетельствам современников, такого количества любовников, как у нее, не было ни у кого. Дошло даже до того, что вместе со своим очередным любовником она устроила заговор против императора. Он был раскрыт, а Мессалина зарезана. Через 3 месяца после казни Мессалины Клавдий женился снова. Его супругой стала Агриппина-младшая, сестра самого Калигулы. У Агриппины уже был сын, молодой Нерон, которому предстоит унаследовать власть приемного отца. Агриппина стала прокладывать своему сыну дорогу к трону. По ее навету был осужден Юний Силан, который был обручен с дочерью Клавдия, Октавией. Силан покончил с собой, и брачный союз, наследники которого могли стать конкурентами Нерона, распался. Октавия стала невестой Нерона. Вскоре сын Агриппины был усыновлен Клавдием. Теперь его имя звучало как Нерон Клавдий Друз Германик Цезарь. По словам Светония, в последний год жизни Клавдий разочаровался в Агриппине и Нероне. Он хотел изменить завещание, но Агриппина его опередила. Клавдий был отравлен. После его смерти власть перешла к усыновленному им Нерону, который станет еще более чудовищным императором, чем сам Калигула. Из-за юного возраста Нерон правил страной не самостоятельно. Ему давали советы Сенека и мать. Именно поэтому первые годы Нерона на престоле историки характеризуют как достаточно мягкие времена. Но светлый период правления Нерона продолжался недолго. Через пару лет после воцарения юноши его мать начала активно заниматься личной жизнью сына. Сначала она требовала избавиться от возлюбленной Нерона, бывшей рабыни, которой не подобало строить отношения с императором. Затем Агриппина начала активно предлагать сыну разные кандидатуры невест, не нравившихся самому Нерону. Вскоре Нерон вступил в открытый конфликт с матерью. Несколько раз он приказывал ликвидировать Агриппину, но эти попытки оказались тщетными. Женщина то чудом спасалась с тонущего корабля, то выбиралась из-под обвала, то обнаруживала яд в своей еде и тактично отказывалась от приема пищи. Покончил с матерью Нерон бескровно, изгнав ее из дворца. После этого Нерон обрел уверенность в себе и решил править самостоятельно. Вместе с матерью пострадал Сенека. Философа обвинили в заговоре, которого на самом деле не было. Нерона не устраивало то, что мудрец ограничивал правителя в действиях своими советами. Через несколько лет Сенека покончил с собой по приказу Нерона. Теперь император был свободен от влияния ближайшего окружения в его политических решениях. Большую часть государственных забот он переложил на Сенат. Однако роль первых лет самостоятельного царствования не стоит недооценивать. Юноша, желавший веселиться и не грезивший военными завоеваниями, избавил государство от огромных расходов на армию, снизил некоторые налоги и частично сократил коррупцию. Во время правления Нерона, любившего шоу, массово строились театры и стадионы для гладиаторских боев. Примечательно, что сам Нерон мечтал выступать. Правда, делал император это на любительском уровне. Он осваивал кефару, сочинял стихи и часто перед придворными превращался в актера. Проблема Нерона заключалась в том, что его окружение, боявшееся сказать правду императору о его способностях, всячески льстило правителю и хвалило талант юноши. У римского лидера из династии Юлиев-Клавдиев развилась звездная болезнь. Нерон, как и Калигула, любил предаваться блуду и разврату. Также Нерон стал проявлять мстительность. Спустя некоторое время после изгнания Агриппины из дворца юноша приказал расправиться с ней. После убийства матери император часто поговаривал о том, что ее дух преследует его. Через несколько лет Нерон стал еще более жестоким. По Римской империи прокатилась волна политических репрессий. Люди массово доносили друг на друга. Больше всего казней произошло из-за обвинений в оскорблении императорского величества. Причем официальным поводом для вынесения смертного приговора по данному обвинению могла стать, к примеру, насмешка над актерским талантом Нерона.
Ситуацию усугубил Великий пожар Рима. Бытует мнение, что сумасшедший император сам приказал сжечь город. Однако ответственность за пожар Нерон возложил на ранних представителей христианства. Они были подвергнуты гонениям. Восстановление города требовало огромных денег. Наступил экономический кризис. Вспышки заболеваний, унесшие жизни нескольких тысяч человек при Нероне, тоже ударили по экономике, сократив число налогоплательщиков. Это привело к формированию заговора, который быстро раскрыли. Почти всех участников заговора репрессировали. После этих событий Нерон, остававшийся императором, отстранился от политики и полностью ушел в сферу искусств. В Римской империи массово организовывались конкурсы актеров, в которых, конечно же, побеждал раз за разом Нерон. Также император устраивал масштабные представления. Роли распределялись не между профессиональными актерами, а между знатью. Отказ от участия мог привести к казни, поэтому представители знати переступали через себя, натягивали смешную одежду и шли на сцену дурачиться. Однажды Нерон отправился путешествовать по Греции, матери театра. Там императора-актера с радостью встретили разными представлениями. За это правитель избавил Грецию от налогов, что сильно ударило по финансам и без того неблагополучного Рима. Начались бунты и восстания. Когда император вернулся в Рим, обстановка была накалена до предела. Различные отряды мятежников уже объявляли императором своих военачальников. Придворная знать игнорировала любые приказы официального правителя. Легионы уже подступали к Риму, когда Нерон обнаружил, что в своем дворце он остался абсолютно один. Сенат же объявил Нерона врагом народа. Император решил покончить с собой, но не мог набраться мужества. Ему помог в этом пришедший с лезвием слуга Эпафродит. Нерон бросился на лезвие. Так скончался последний римский император из династии Юлиев-Клавдиев. Конец правления династии Юлиев-Клавдиев привел к новой фазе борьбы за власть. За 2 года безвластия на престоле побывало 3 императора – Гальба, Атон и Вителий. Ни один из них не смог удержаться у власти, и летом 69 года в городе Бейрите собрался съезд наместников и командующих легионами восточных провинций для избрания нового императора. Им стал Флавий Веспасиан. Это был опытный полководец и управленец, незадолго до смерти Нерона, попавший в опалу за то, что уснул во время его сценического выступления. Флавий Веспасиан правил Римом 10 лет. Он положил начало династии Флавиев. При нем было восстановлено единство империи. Ему удалось подавить непокорных германцев, вновь присоединить Галлию, расселить восставших иудеев в другие провинции. Во внутренней политике Веспасиан возродил дружеские отношения с Сенатом. Он провел чистку и пополнил его своими сторонниками из числа италийской и провинциальной знати, что вызвало недолгое противостояние с частью сенаторов. Веспасиан прославился как император, который для пополнения казны придумывал все новые законы. Он отменил привилегии, данные Греции Нероном, вводил новые налоги. В частности, приказал обложить податью общественные туалеты. Когда его сын Тит стал возмущаться, старый император поднес к его носу серебряный динарий со словами «Деньги не пахнут». При первом Флавии началось строительство грандиозного римского цирка, известного как Колизей и рассчитанного на 50 тысяч зрителей. К концу своего принципата Веспасиану удалось восстановить финансы империи, укрепить дисциплину в армии, сохранить мирные отношения с Парфией. В общем, сохранить империю, которая пошатнулась после периода правления Калигулы и Нерона. В 79 году Веспасиан умер своей смертью. Флавию Веспасиану наследовал его старший сын Тит Флавий Веспасиан. Это был разумный и осмотрительный человек, продолживший политику отца, направленную на достижение компромисса между принцепсом и сенатом. В течение кратковременного правления Тита в Риме была сооружена триумфальная арка в честь победы в Иудейской войне, которая носит его имя. Но главным деянием этого императора стал достроенный в годы его правления гигантский амфитеатр Флавиев – Колизей. Его открытие было отпраздновано грандиозными гладиаторскими играми. Принципат Тита ознаменовался и печальным событием. Произошло страшное извержение вулкана, под пеплом и огненной лавой остались 3 римских города – Помпеи, Стабии и Геркуланум.
За извержением вулкана последовала страшная эпидемия. Тит заболел и вскоре умер. Титул наследовал его брат, Домициан. С самого начала правления он вступил в открытый конфликт с сенаторами. Добиваясь популярности среди плебса, Домициан устраивал денежные раздачи и роскошные зрелища, быстро опустошившие казну. Он издал крайне непопулярный эдикт, предписывающий вырубать виноградники и расширять места под зерновые культуры. Этими мерами император надеялся уменьшить зависимость Рима от привозного хлеба. Но в условиях Италии это было невыгодно и не привело ни к чему, кроме роста недовольства. Домициан попытался поднять свой авторитет победоносной войной. Он выступил походом против сарматов, но успеха не добился, потеряв легион. Из-за ряда неудачных сражений Домициан вынужден был увести свои войска за Дунай, согласившись на унизительное для римлян условие – выплачивать каждый год правителю сарматов Децибалу дань. В 96 году он был убит в собственной спальне. Таким образом происходит трансформация власти от деспотической при преемниках Августа к более упорядоченной в правлении Флавиев. Создаются основы аппарата империи, укрепляя власть императора. После убийства Домициана Сенат провозгласил императором 66-летнего Марка Кокцея Нерву, что не устраивало ни претарианцев, ни легионеров. Недовольство армии заставило Нерву усыновить легата Траяна. 3 года они были соправителями, а после смерти Нервы в 98 году Траян сделался единовластным правителем империи. Марк Ульпий Траян происходил из римской колонии в Испании и таким образом оказался первым провинциалом на римском престоле. Во внутренней политике новый император вернулся к близкому сотрудничеству с Сенатом, которую продолжали и его преемники, дававшие клятву не казнить сенаторов. За добрые отношения Сенат присвоил Траяну почетный титул «Оптимус» – наилучший. Траян заботился об исполнении законов империи, благосостоянии граждан. Для поддержки многодетных малоимущих семей был создан императорский алиментарный фонд. При нем новые площади и здания украсили Рим, а разные части империи связали мощеные дороги. Римские историки отзывались о Траяне в один голос положительно, практически не отмечая недостатков правителя. И внешность у него была приятная, и телосложение ладное, а что уж говорить о храбрости и справедливости. Траян был блестящим полководцем, выдающимся политиком, добродетельным мужем и, судя по всему, очень хорошим человеком. Его внешняя политика преследовала цель восстановления римской военной мощи. Жестокими, но успешными были войны с даками. После побед в Дакии Траян начинает военные действия против Парфии. Ему удалось захватить Армению, а затем и Месопотамию. Однако в римской армии началась эпидемия, и Траян вынужден был повернуть назад. По дороге в Рим он заболел и умер. В результате восточных походов Траяна к 117 году Римская империя достигла апогея своего военно-политического могущества, а сам император в памяти римлян остался идеалом правителя и полководца, поэтому и получил прозвище «лучшего принцепса». Колонна Траяна была возведена еще при его жизни в честь победы над даками. Когда Траян в 117 году скончался, урну с его прахом поместили в основание колонны. К колонне трепетно относились во все времена, вероятно, именно поэтому она стоит в Риме и поныне. После смерти Траяна римским императором провозглашается его дальний родственник Адриан. Адриан стал первым императором, который был вынужден отказаться от римской политики завоеваний и постепенно перейти к стратегической обороне. Материальным воплощением обороны явилось сотворение грандиозной линии укреплений вдоль границ Римской империи. Он практически не ведет войн, возвращает парфянам Ассирию и Месопотамию. В Армении на трон сажают зависимого от Рима царя. Адриан дает щедрые дары городам-союзникам. Его царствование – век дипломатии, когда Рим не с помощью легионов, но с помощью даров, культурной и экономической зависимости продолжает увеличивать свое влияние. Поражают воображение постройки времени Андриана, особенно не имевший аналогов в античном мире пантеон – храм всем богам. После смерти Адриана власть получил сенатор Антонин по прозвищу Пий. Благочестивый.
При нем расцветают провинции, он продолжает раздавать римское гражданство и романизировать Европу. Пий – один из отцов римского права. При нем введена в юриспруденцию презумпция невиновности. Несмотря на ряд войн, которые вел император, именно при нем наступил период временной стабилизации Римской империи. После смерти Антонина на трон взошел Марк Аврелий, известный философ-стоик. Несмотря на миролюбивость императора, годы его правления не были спокойными. Историки подсчитали, что из 19 лет его царствования Рим не воевал лишь 4 года. На границах империи шли постоянные сражения то с германскими племенами, то с парфянами, пытавшимися захватить Армению. Некоторые походы возглавлял сам Марк Аврелий. При этом он был снисходителен к личным врагам. После подавления восстания Гая Кассия традиционной расправы над его участниками не последовало. А вот с христианами Марк Аврелий обращался довольно жестко. Он презирал этих сектантов за фанатизм и не прекращал гонений на них. На арене Колизея хищники по-прежнему убивали и рвали христиан на потеху римской толпе. В 180 году в римской армии вспыхнула эпидемия. Марк Аврелий заразился и спустя несколько дней умер. Конец эпохи 5 добрых императоров пришел с правлением Коммода. Он унаследовал империю в возрасте 19 лет. По свидетельствам современников, свои интересы он ставил куда выше интересов Рима. В этом он не был похож на своего отца, последнего доброго императора, подарившего подданным стабильность. Юноша отличался любовью к показной роскоши, из казны постоянно исчезали крупные суммы. Сановники без зазрения совести обкрадывали государство, наказание им не грозило. Управление Римом Коммод передал в руки своего любимца, бывшего раба Клеандра. Отчасти это решение и предопределило судьбу правителя. Клеандр продавал высокие должности, в Риме его ненавидели. Клеандр забирал себе средства, предназначенные для благотворительных целей. Гарем императора постоянно пополнялся новыми лицами. Молодой император не укрощал свой гнев. Провинившегося слугу он мог приказать сжечь. Император был крайне мнительным. Особенно ярко эта черта проявилась после неудавшегося заговора с участием сестры Коммода. Правителю то и дело доставляли доносы, подозреваемых в измене жестоко казнили. В ненависти к императору были едины все слои населения. Коррупция стала неотъемлемым элементом городской жизни. В Риме не было должности, которую нельзя было купить. Коммод ставил себя в один ряд с богами. Самолюбие правителя не знало пределов. На монетах Коммода изображали в образе Геркулеса, сына Зевса. Нередко император появлялся на гладиаторской арене. Зрители видели статного воина в одеянии Геркулеса, который метал стрелы в зверей, находясь в безопасности за ограждением. В заговоре против молодого императора участвовала его любовница Марция, которой император предоставил широкие полномочия, сановник Эклект и префект Притория. Марция дала жертве яд, однако он не подействовал. Тогда императора убил его раб Нарцисс. Так закончилось не только 15-летнее правление императора, но и исчезла династия Антонинов. После смерти молодого императора начинается период междуцарствия и гражданской войны, в конце которого к власти придет Септимий Север. Начнется эпоха новой династии. У северов были итало-римские корни. Также по одному из предков они либо происходили от пунов, подвергшихся романизации, либо принадлежали к римскому роду, который за время жизни в Африке несколько отдалился от родной культуры. Созданный Севером режим представлял собой военно-бюрократическую монархию. Сенат потерял свое значение, многие сенаторы были казнены, и их имущество конфисковано. Власть императора стала абсолютной. Император доводил свою волю до сведения подданных посредством письменных постановлений, так называемых конституций. Основным органом управления стал Совет Принцепса. Правление этой династии приблизит конец Римской империи. Во внешней политике главным предприятием Севера стала победоносная война с Парфией. Месопотамия была объявлена римской провинцией. Взамен римляне передали парфянскому царю часть Армении. После смерти Септимия власть получили его сыновья Антонин Каракалла и Гета. Сводные братья люто ненавидели друг друга, и вскоре Каракалл убил Гету, после чего перебил всех его сторонников.
Войдя во вкус, жестокий тиран приказал убить собственную жену, двоюродного брата и многих других богатых и знатных людей. Фискальные трудности привели к тому, что от имени Каракаллы был опубликован эдикт, который объявил всех свободных людей империи римскими жителями с правами на гражданство, но при этом они становились налогоплательщиками. И немедленно налоговое бремя резко возросло. Каракаллу ненавидели сенаторы и боготворили легионеры, которым он в 1,5 раза увеличил жалование. Во время похода против парфян Каракалл был убит по приказу своего префекта Макрина. Мавр по происхождению Макрин был провозглашен императором, однако уже в следующем году Макрин вместе с сыном был убит взбунтовавшимися легионерами. После убийства Каракаллы и кратковременного правления Макрина императором был провозглашен 14-летний Гелиогабал. Происходивший из сирийского рода и посвященный в главные жрецы финикийского бога Солнца, этот правитель демонстрировал неуважение к римской религии. Культивировал человеческие жертвоприношения и предавался разврату. Поэтому ему был назначен соправитель, которым стал двоюродный брат Александр Север. Когда недовольный Гелиогабал попытался уничтожить нового властителя, он был убит поднявшими мятеж солдатами. При Александре был восстановлен конструктивный диалог с Сенатом. Однако главной политической силой по-прежнему оставалась армия. Стоило правительству урезать расходы содержания легионов, как немедленно следовали волнения солдат, редко обходившиеся без насилия. Тем временем надвигался финансовый кризис. Резко обострилась политическая ситуация на Востоке и на Рейне. Правительство Александра Севера попыталось купить у германцев мир ценой выплаты колоссальных денежных сумм. О этой позорной сделке стало известно легионерам. Возник стихийный солдатский мятеж, во время которого император был убит. Окончание правления династии Северов ознаменовало вступление Римской империи в полосу, беспрецедентного по глубине социального и военно-политического кризиса. В истории он получил название «Кризис III века». Начался период императорской чехарды. Империю сотрясали военные столкновения между претендентами на этот пост. За 33 года было провозглашено 29 императоров, и лишь один из них, Гастилиан, умер ненасильственной смертью. Империя погружается в хаос. Сокращается количество посевных площадей и населения. Города приходят в упадок, торговля парализована. Идут непрерывные войны, одновременно с несколькими противниками. В этот период правил Галиен. При этом император, который находился во главе центральной власти, вынужден был как отражать атаки внешних врагов, так и бороться с римскими войсками, поддерживавшими узурпаторов. Западная часть империи страдала от постоянных вторжений алеманнов и франков, причем первые в своих набегах сумели проникнуть даже в Италию, а последние опустошали римскую территорию вплоть до Южной Испании. Морское побережье разорялось саксами, а маркоманам удалось добиться от Галиена уступки части Верхней Паннонии. Не меньший ущерб потерпели и восточные провинции государства от вторжений готов, персов и других народностей. На этом этапе происходит процесс дезинтеграции империи, когда отпадают Гальская империя и Пальмирское царство. Галиеном были предприняты решительные шаги по реформированию не только армии, но и отчасти системы управления. Хотя ему не удалось решить все стоявшие перед ним проблемы, однако в результате его реформ, которые не затрагивали основы римской военной организации, но существенно модифицировали ее, была создана более мобильная армия, способная своевременно реагировать на внешние и внутренние угрозы. Заключительный этап кризиса характеризуется тем, что римляне смогли остановить основные потоки варварских вторжений. К тому же преемникам Галиена, отчасти используя некоторые его наработки, удалось стабилизировать положение на границах, остановить дезинтеграционные процессы и даже восстановить единство империи. Городская стена, построенная на исходе кризиса для защиты Рима от внешних угроз, и пришедшая к власти династия иллирийцев ознаменовали собой постепенный вывод Рима из кризиса. Клавдий II Готский положил начало возрождению империи, разбив готов и передав престол в руки Луция Домиция Аврелиана.
Аврелиан отразил нашествие германских племен, впервые вторгшихся в Италию, восстановил римскую администрацию в восточных провинциях и подчинил Галльскую империю. Пришедший к власти после очередной смуты Марк Аврелий Кар разбил германцев, после чего на трон взошел иллириец Диокл, известный под именем Диоклетиана, ознаменовав начало периода домината. Доминат стал следующей фазой постепенной трансформации Рима в абсолютную монархию с неограниченной властью императора. В период принципата старые республиканские институты сохранялись и формально продолжали функционировать, а глава государства, принцепс, считался лишь первым гражданином республики. В период домината Римский сенат превращается в сословие с декоративными функциями. Основным титулом главы государства вместо принцепс, первый и император, становится Август, священный, и Домин, господин, что подразумевало, что все остальные являются его подчиненными, оказываясь по отношению к нему на положении подвластных сыновей или рабов. При Диоклетиане империя была разделена на 4 части. Диоклетиан начал гонения на христиан, в результате которых появилось множество мучеников. Император приказал закрыть церкви и уничтожить книги. В течение 20-летнего правления он почти не посещал Рим, наводя порядок в различных частях государства. Империя укрепилась, и ситуация относительно стабилизировалась примерно на 100 лет. В послекризисный период экономическое положение несколько улучшилось, но в целом экономика так и не восстановилась. Общий имперский рынок был практически разрушен. Налицо был общий упадок сельского хозяйства, ремесла и индустрии, ухудшение безопасности на дорогах, рост экономического, а как следствие этого и политического сепаратизма. Диоклетиан мирно оставил власть и остаток жизни провел на родине в Иллирии, в своем поместье в Салоне, где уединенно прожил 6 лет. На попытку соправителей убедить его возвратиться к власти, бывший император ответил отказом, заметив, между прочим, что если бы они видели, какова капуста, которую он вырастил, то не стали бы приставать к нему со своими предложениями. К власти приходит император Константин. В начале своего правления Константин, как и все предыдущие императоры, был язычником. Однако, понимая широкое распространение христианства среди населения Рима и необходимость сплочения народа, Константин становится первым императором, принявшим христианство. Константин выпустил Миланский эдикт, согласно которому уравнял все верования в Римской империи и закончил преследование по религиозному принципу. Христианство стало обретать статус государственной религии. Город Рим перестает быть резиденцией императоров. В условиях постоянной опасности внешнего вторжения правитель должен был находиться ближе к границам империи. С этой точки зрения расположение столицы было неудобно. Поэтому, начиная с Диоклетиана, императоры располагали свои резиденции в городах, более отвечающим стратегическим целям обороны государства. Константин не был исключением из этого правила. Он загорелся мечтой создать новую столицу, которая символизировала бы начало новой эпохи в истории Рима. Основой для будущего города послужил древний греческий город Византий, впоследствии переименованный в Константинополь. Таким образом, Константин меняет империю административно, идеологически и религиозно. После Константина правят его преемники, которые пытаются сохранить империю, но она продолжает дезинтегрироваться. А в 354 году произошла вещь, которая приблизила империю к окончательному краху. Начиналось великое переселение народов. Старт этому событию дало переселение племен гуннов от границ Китая в Европу. Они сметали все на своем пути и запустили процесс, который можно сравнить с эффектом домино. Дополнительным толчком к массовым миграциям послужили климатические изменения. Зимы становились все более суровыми, что вынуждало кочевые народы искать более уютные места к югу. В результате множество германских и славянских племен стали массово переезжать на новые земли, направляясь в частности к территориям Римской империи. Феодосий I, последний император Объединенной Римской империи, разрешил готам поселиться на имперских землях. С течением времени ослабленное правление начало вербовать в свои войска бывших врагов, варваров, таких как готы, вандалы и франки.
Зачем? Чтобы те защитили их от других варваров. В результате эти племена оказывали значительное влияние на экономику и политическую жизнь Рима. Вне зависимости от причин, вызвавших переселение народов, Римская империя уже не могла противостоять вторжению племен. Ослабленная глубоким политическим кризисом, империя была на грани. В 395 году Феодосий разделил империю на восточную и западную части, не в силах удержать единство в условиях всеобщего хаоса и постоянных угроз со стороны варваров. Этот шаг стал началом процесса распада империи. Восточная ее часть со столицей в Константинополе была более богатой и лучше управлялась. Западная с центром в Риме медленно погибала. На излете Западной империи ее столицей вообще станет город Равенна. Варвары, проникнув через границы, начали захватывать территории. В 408 и 409 годах вестготы осадили Рим, который дважды избегал разгрома, выплачивая выкуп. В 410 году, когда вестготы попытались повторить свой трюк, римляне отказались платить выкуп, что привело к страшному голоду и даже случаям каннибализма. В отчаянии рабы открыли городские ворота, и впервые за 800 лет Рим подвергся захвату вражеской армии. Город подвергся грабежу, но предводитель вестготов щадил христиан и тех, кто нашел убежище в храмах. Римлянам повезло, что вождь германцев исповедовал арианство, одно из ранних ответвлений христианства. С этого момента империя уже не казалась непобедимой для других народов. В 451 году племена гуннов под предводительством Аттилы вторглись в Западную Римскую империю с востока. Однако римский полководец Аэций, объединившись с варварскими племенами, нанес поражение гуннам в битве при Каталаунских полях в Галлии. Вскоре гунны снова вторглись в Италию, и лишь смерть Аттилы и распад Гуннского союза избавили Рим от угрозы. Аэций достиг апогея своей власти, но был убит по приказу императора Валентиниана III вследствие дворцовых интриг. Аэций стал последним выдающимся римским командующим, не имеющим варварского происхождения. Его смерть помогла врагам императора Валентиниана его свергнуть, а вскоре Рим подвергся страшному разорению со стороны захвативших его вандалов. В отличие от предводителя вестготов, вандалы не проявили благородства. Они крушили и уничтожали храмы, древние памятники культуры и библиотеки. После этого во многие языки мира вошли слова «вандал» и «вандализм». В итоге вандалы подчинили себе Сицилию, Сардинию и Корсику. Политика в Риме часто была кровавой, но раньше государство возрождалось как феникс из пепла. Но этому пришел конец. Рим уже не был таким, как прежде. Трон стал предметом манипуляций для варварских военачальников, которые могли по своему усмотрению возносить на него и свергать императоров. Последним императором Рима, стремившимся к самостоятельной политике, был Майориан. Ему удалось отвоевать значительную часть Испании и часть Галлии. Император также пытался остановить разрушение архитектуры Рима. Однако он был свергнут варварским военачальником Рицимером и погиб в 461 году. Под властью Рима осталась фактически одна Италия. Затянувшейся агонии Западной Римской империи положил конец Кир Одоакр. В 476 году он сверг последнего западно-римского императора Ромула Августа, отослал знаки высшей власти византийскому императору Зенону и основал на территории Италии собственное варварское королевство. Восточно-римский император Зенон возвел Одоакра в патриции и признал римским наместником, хотя де-факто тот являлся независимым правителем. Современная историография приняла 476 год в качестве границы, разделяющей античную и средневековую эпохи. Однако современники событий, хотя и осознавали свое время как период хаоса и упадка, не воспринимали переворот Одоакра в качестве окончательной гибели империи или переломного исторического события. Жители Восточной Римской империи считали, что все владения и могущество еще можно вернуть. О причинах падения Западной Римской империи в научных кругах спорят до сих пор. Выделяются следующие факторы: запустение хозяйства, неэффективность труда рабов.
ослабление власти римских императоров, усиливающийся натиск варваров на границе империи и изменение климата в сторону засушливости и холода. На развалинах Западной Римской империи возникли варварские королевства, из которых со временем образовались многие современные европейские государства. Выдающаяся римская цивилизация подарила миру право, латынь, архитектуру, экономику, налоговую систему. Она заложила основы для культурного и политического развития европейской цивилизации, которые продолжают влиять на современный мир. Наверное, ни одна цивилизация мира не может сравниться по тому багажу, который Рим передал своим потомкам. Рим до сих пор поражает воображение. Как можно было строить такие акведуки, принимать такие политические решения, выстраивать такую политическую систему? Ведь средние века будут считаться темными по сравнению с тем, что происходило во времена Золотого века Римской империи. Культурное возрождение Европы наступит только после Средневековья и будет апеллировать именно к Риму, как к золотому веку человечества в глазах потомков. Если вам понравился этот ролик, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и включите уведомления, чтобы не пропустить выход новых видео. Делитесь вашими впечатлениями от ролика в комментариях.